Здравствуйте! Перед вами обзор будильника фирмы Casio, модель TQ359. Если быть точным, то TQ359-1EF. Всего представлено 3 цветовых гаммы этих часов, то есть часы сами одинаковые, отличаются только цветом. Вот последние символы — это различия в цвете. Сама модель называется 359, TQ359. Итак, давайте взглянем на коробку. Обычная картонная коробочка, на которой изображены часы и основные функции этих часов. Будильник, кнопочка snooze, то есть перезвонить через 5 минут, и подсветка. Эти часы обладают подсветкой. Значит, на боковых гранях ничего особо нет. А на тыльной стороне коробки изображена инструкция по настройке часов. Как вставить батарейку, как установить время, как установить будильник. В общем, все эти установки перечислены на вот этих картинках. Вот. Значит, давайте заглянем внутрь коробочки. Открываем коробочку, и первое, что мы видим, это батарейка. Батарейка здесь не совсем обычная, это не пальчиковая батарейка. Это модель LR14, или также известная как C. Будьте готовы, что она вам понадобится заранее, когда она сядет. Производитель заявляет работу часов от батарейки в течение 1 года. Одна батарейка, 1 год. Батарейка включена в комплект, о чем красочно написано на упаковке. Значит, давайте заглянем внутрь. Здесь мы видим часы в таком нетканном пакетике из нетканого материала и макулатуру. Больше в коробке ничего нет, коробочка обычная. Значит, часы давайте уберем в сторону, посмотрим, что за бумажки. Здесь у нас гарантийный талон на русском языке, информация о гарантии на английском, ничего интересного тут нет. И 2 инструкции по утилизации, также на иностранных языках европейских, о утилизации батареи и о утилизации часов. Вернемся к нашим часам. Значит, вытащим их из этого пакетика. Вот. Так вот выглядит наш будильник. Значит, циферблат у него необычный. Он обладает фосфорицирующим эффектом, то есть цифры и стрелки светятся в темноте. Если выключить свет, то они видны. Что касается внешнего вида будильника, он достаточно крупный. Весит он, по заявлению производителя, 277 граммов, видимо, с батарейкой. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, сбоку у будильника есть переключатель, включение и выключение самого будильника. На тыльной стороне у нас есть вот такая вот крутилочка, при помощи которой настраивается время. На этой стороне ничего нет. Сверху будильника есть одна большая кнопка. Значит, эта кнопка выполняет функцию snooze, то есть, когда звонит будильник, вы нажимаете на нее, и она и будильник перезвонит через 5 минут. Значит, сзади также открывается отсек для установки батареи. Давайте его откроем. Значит, делается это вот таким образом. Крышечка не снимается полностью, она вот так отгибается. Здесь есть лямочка-тесемочка для установки батареи, чтобы ее было проще вытаскивать. На деле это не помогает, но давайте вставим батарейку и закроем крышку. Часы пошли. Значит, давайте попробуем установить время. Для того, чтобы установить время на часах, нужно выдвинуть вот эту вот пимпочку, ее нужно как бы приподнять вверх, после чего, вращая ее,
мы устанавливаем время, которое нам нужно. Затем, если утопить эту пимпочку обратно, все, время установлено. Теперь, чтобы установить будильник, мы вращаем эту штуку, это колесико, не трогая его, то есть не пытаясь выдвинуть. Когда мы его вращаем, то у нас вращается стрелка вот, для установки будильника. Давайте проверим, как он звонит. Для этого установим время и включим будильник. Да, действительно, звенит он как механический. Теперь, что касается кнопки снус. Давайте проверим, как она работает. Включаем будильник, вот он у нас зазвонил, нажимаем кнопку снус, все, он звонить перестал. Теперь он зазвонит снова где-то через 5 минут. Ну, давайте его выключим. Через 5 минут мы не будем его снова слушать. Теперь, кнопка снус обладает еще также дополнительной функцией включения подсветки. То есть, когда мы нажимаем на эту кнопку, у нас загорается лампочка. Лампочка это не яркая, но для того, чтобы увидеть в темноте время, этого более чем достаточно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот таким образом выглядит наша подсветка. Ну, собственно, что еще можно сказать об этих часах? Будильник как будильник. Пользуйтесь.